Добрый день, мои дорогие, любимые козероги! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу, что будет с вами происходить, что случится, ваши возможности, ваши решения, проблемы, стрессы или наоборот, хорошие, благоприятные даты для вашей реализации именно этой весной. Да, ребята, я реально считаю, что это не просто слоган, это реально весна возможностей для того, чтобы сделать все максимально ярко и интересно и настроить свою жизнь так, как хочется именно вам. Да, очень много энергии подготовила нам эта весна. Да, она в каких-то моментах будет сложная, где-то будет ее очень много, где-то захочется поторопиться, где-то залениться. Но, ребята, поверьте, у вас-то уж точно хватит сил и времени для того, чтобы все организовать. Хотя по истечению этой весны вы скажете, что времени не хватило, как обычно, но там еще у вас немножко пролонгируется время до лета, и первый месяц лета, он еще будет для вас тоже такой активный. Поэтому здесь, конечно же, я скажу, что у козерогов весна продлится чуточку больше, и весенних возможностей отсыпано больше. Поэтому да, ребят, если коротенько про вашу весну, то здесь, конечно же, время для абсолютной работы, для настройки себя, своей жизни, для реализации карьеры, для построения той самой стабильности. Да, стабильности на новый лад. Да, придется придумывать нечто новое, реализоваться по-новому. Кто-то поменяет работу, это тоже хорошо. Кто-то возьмется за новые проекты, и это тоже хорошо. Кто, естественно, из смелых, тот и возьмется за новое, поменяет работу, начнет думать шире и идти, вот я бы так сказала, в масштаб. И если разбивать по месяцам, то, конечно же, март – это месяц, но я не скажу, что он у вас будет таким сложным, грустным, печальным, нет. Начало марта и первая его половина – очень много энергии для работы, для такой активной, мощной работы, где нужно плодотворно договариваться, расширять горизонты, масштабы, где необходимо строить, я бы так сказала, такую конкурентную борьбу и закреплять свое влияние на рынке. Ну да, как, ребят? Это первая половина марта, однозначно она активная, однозначно она продуктивная. И, конечно же, не упускайте возможности рекламы, поездок, путешествий. В прямом смысле расширение своего влияния. В географическом плане в том числе ваш управитель Сатурн будет в прекрасном секстиле с Юпитером. Здесь действуйте по обстановке, по обстоятельствам, согласно своей философии, согласно своего плана. Расширяйтесь в прямом смысле. Расширяйте границы у себя в голове, в том числе границы своего бизнеса, возьмите какие-то новые проекты для того, чтобы увеличить свое такое влияние, потому что это все впоследствии принесет прибыль. И здесь можно так сказать, что март будет беззаботным месяцем, да, классный такой прогноз, хочешь делаешь, хочешь нет. На самом-то деле вторая половина марта, несмотря на коридор затмений, хорошее время для получения прибыли, потому что Сатурн будет в соединении с Венерой, здесь прекрасное получение прибыли. Если же Венера в вашей натальной карте отвечает за деньги, за карьеру, за статус, да, хотя она в принципе по умолчанию отвечает, но если она является еще и управителем этих домов, да, то тогда, конечно же, прекрасное время идти как раз-таки в нечто новое, в нечто масштабное, в получение прибыли. И как раз-таки вот свой социальный статус хорошее время для того, чтобы закрепить. Поэтому здесь ни в коем случае не скажу вам, коридор затмений, сидим, ничего не делаем. Ребята, нет, наоборот, делаем. Делаем активно, делаем много, но понимаем, что в коридор затмений люди вокруг шалят, энергия такая-то сложная, да. Но так как если вы сильный козерог, да, просто понимайте, что козероги, они все тоже разные. Кто-то живет по Солнцу, Солнце в Козероге, кто-то живет там, у него при этом Луна в Раке, и это такая совершенно другая комбинация, и этот человек не очень-то похож на Козерога, если он по Солнцу не живет, да. И здесь понимаете вот эту историю, что если вы черпаете энергию с Козерожьего Солнца, то да, тогда вам необходимо
конечно же, смотреть по сторонам, делать скидку людям на их ну, ошибки, сбои в коммуникации, потому что в коридор затмений могут быть такие финты происходить от других людей. Здесь просто понимайте, держите себя серьезно, что все вот так бывает, что все так происходит. Идите согласно своему плану, для того, чтобы ну, не потратить это время впустую на волнение и тому подобное. Этот момент, я бы так сказала, будет скоротечный, и потом коридор затмений, конечно же, будет заканчиваться совершенно с другой эмоцией, с другой энергией. Здесь момент, конечно же, вас немножечко расслабит коридор затмений. Придет такая, я бы сказала, ну не то чтобы вот расслабуха, да, захочется вот как-то вот залениться, у тебя в голове там придут различные мысли, что, возможно, оно вот так не надо, а надо по-другому. Здесь вы четко понимаете, куда вы идете, зачем вы идете, какой социальный статус вы хотите. Я не говорю наплевать там на какие-то душевные свои качества, да, в угоду того, чтобы просто вот подняться в финансах и тому подобное. Но, ребят, мы имеем то, что имеем, и сейчас, к сожалению или счастью, но финансы еще пока остаются таким, ну, мощнейшим аргументом в пользу выживания, да, но при этом ни в коем случае не давайте своим вот этим вот амбициозным моментом, да, внутри там умозаключением, что неважно какими способами, но я дойду до цели. Ну, то есть вот здесь понимаете, что не все средства хороши, потому что возможно, этот апрель поменяет ваше, ну, вообще, в принципе, мировоззрение насчет этого, что иногда нужно выбирать средства, путем которых достигаете цели. И здесь такой момент очень важно на самом-то деле, не потерять свою душу ради достижения мощных каких-то в карьере, да, в бизнесе, в реализации, в том же социальном статусе, потому что козероги на самом-то деле, несмотря на то, что это суровый знак, да, знак преодоления трудностей всю жизнь. В конце ролика, кстати, прикреплю видео, большое видео про козерогов. Запаситесь печеньками и смотрите на 1,5 часа, зависните. Все, кто смотрел, нравятся, говорят, все про нас, ну как так. Смотрите, вдохновляйтесь, узнавайте себя, понимайте себя и живите счастливо. Почему вы поступаете так или иначе, и какие-то свои качества, которые вам мешают по жизни, подшлифуйте под себя для того, чтобы вам жилось легче. Это такой, ну, совет от астролога, да? И здесь, понимаете, вот апрель как раз-таки нужен для того, чтобы зашлифовать некоторые свои такие качества, которые с каждым повышением статуса, с каждым, например, стремлением к карьере, к финансам, да, то есть вот к этой истории выживания, у козерогов она абсолютно финансовая, да, история выживаемости, и чтобы вы не теряли частичку себя, важную частичку себя, потому что знаю очень много козерогов, которые достигают тех высот, которые хотят, и статусные, да, то есть это еще относится, кстати, к лунам в козероге. Если луна в вашей натальной карте в козероге, то вы однозначно имеете те качества, которые вот главное достичь, сделать, заработать, пробиться. А потом что? Так вот, знаю много таких козерогов, которые потом приходят и вот с этим вот всего и понимают, что а вокруг-то никого нет, не с кем разделить этот уровень достатка, счастья, радости. Ну, а когда достигали вот этого всего, слушать не хотели, что есть такие вещи, как, ну, не просто мораль, а душевные, теплые вещи там, в жизни, там, я не про вещи, там, свитер говорю, да, я говорю там про обнимашки, про взаимопонимание, про контакт с близкими, да, когда вы там живете душа в душу, да, знаю, козерогам сложно раскрывать свою душу, проще там на работе упахаться, но, ребят, девчат, меня тоже очень много женщин-козерогов смотрит, спасибо за доверие, и здесь понимаете, что все-таки вы достигнете того, чего хотите, да, это история всей жизни, но суть пути в самом пути, то есть, да, вы придете к тем деньгам, вы выживете, вы добьетесь, вы построите себя, сделаете себя сами, но
Вот эта история всегда одна и та же. И потом говорят мне: Женя, ну как так-то? Ну вот, потому что не видно. Сначала упираетесь, бьете в одну точку, выживаемость настолько срабатывает, вот инстинкт, ну самый же главный инстинкт, который заложен у нас природой, да, это инстинкт выживания. У козерогов это вот финансовая выживаемость, статусная выживаемость, когда вот знак прет, 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 прет и отсекает вот душевные качества, с которыми по жизни на самом деле проще и легче жить. И когда ты идешь с семьей, поднимаешься, то потом ты получаешь такое удовольствие от всего того, что ты достиг, и такая гордость, и такая радость, что ты можешь с этим, вот этим вот с кем-то поделиться, вот разделить это кому-то, да, детям, там, семье. И это такой момент, который очень важен. Дорогие козероги, и этот апрель как раз-таки на то, чтобы вы это поняли. Если в марте у вас будет все даваться хорошо, легко и непринужденно в работе, ну не настолько, чтобы, вот я бы так сказала, я имею в виду в козерожьих рамках, нет, я не имею в виду, что у вас в марте будет прям вот халява, вы легли, и вот вся работа сама сделалась. Нет, ребят, если говорить про козерожий масштаб, да, то относительно всех трудностей по жизни, то в марте будет проще. Апрель будет месяцем, который, ну, коридор затмений принесет, конечно, много осознаний, что вы хотите в итоге, вы же все-таки не хотите просто, ну, вот так, стопку денег, там, слитков и тому подобное, ну, не там, власти вот этой, да, а за этим же стоит еще больше желание кому-то что-то доказать. Если у вас солнце в Козероге, то вы всю жизнь что-то доказываете своему папе, если в вашей натальной карте Луна в Козероге, то вы что-то доказываете своей маме, неважно какого вы пола человек, да, если у вас асцендент в Козероге, то вы доказываете это всему миру, не можете доказать и доказываете себе, что вот я вот такой, я вот так вот пошу, и поэтому вот слушайте, смотрите на меня, как я могу, а получается все сложнее и сложнее. Потому что не надо никому ничего доказывать, пробиваться. Нужно просто понимать, как это работает, для того, чтобы это работалось легче. И апрель как раз-таки месяц для того, чтобы понять и уяснить в своей жизни, что вы хотите. У вас получится как и продуктивно работать, так и работать с душой. И это такой момент, который необходимо понять и уяснить, что можно же делать какие-то дела, и они будут нравиться. Представляете, козероги? Когда ты работаешь, и тебе твое дело нравится, и ты тащишься, ты работаешь не потому, что тебе сказали, так, вот это, план сделать, отлично, все, замечательно. Нет, когда работаешь, тебе это нравится, и ты понимаешь глобальный философский замысел того, что это работает, и насколько это важно именно для тебя. Ну и глобальное ощущение для мира, естественно, 100%. 20 апреля такой, я бы так сказала, небольшой день X, совместных переживаний, внутренних эмоций, эмоций давящих, эмоциональный день для вас, когда плюс-минус 3 дня к этому моменту, да. Ну, и здесь, конечно же, выйдет на поверхность все то, что давно сидело, страхи, переживания, боли, обиды, все то, что накопилось. На самом деле этот период времени такой небольшой, он нужен для того, чтобы понять, осознать и пойти дальше. Все в итоге закончится хорошо, как я всегда люблю говорить. Все закончится хорошо. Если не хорошо, значит это еще не конец. Да, или мы не потрудились. И что? И мы переходим в потрясающий и активный май. Май для вас, козероги, я скажу, что это такой период, который не то чтобы он очень важен, он очень сильно важен. Это момент продуктивный, это момент, который у нас направлен в прямом смысле на финансовую активность, на деятельность, для того, чтобы не просто вот так закрепить свои там умозаключения апрельские, да, то есть винтики в голове, которые работали. Эта история прям реально для того, чтобы максимально не просто понять себя, но еще начать действовать, расширить горизонты, потому что еще Сатурн, ваш главный управитель, находится в директном положении, он начнет разворачиваться только в конце июня, 30 июня он пойдет в ретроградное движение, и здесь понимаете, что у вас еще как у знака
знака зодиака есть фора до конца июня, то есть я бы так немножко вашу весну бы пролонгировала. И здесь понимаете, что второй вас управитель в мае, это Уран будет в соединении с Юпитером, и вот здесь сколько вы сделаете, сколько вы расширите уровень своего влияния, сколько проектов вы запустите, сколько вы дел сделаете. Если вы в этот момент пойдете чему-то обучаться, это прекрасный момент, очень хороший момент что-то новое узнать. Если же вы в этот момент сдаете экзамены, тоже хорошее время для вас. Продуктивное, активное, мозги будут работать как надо, быстро, сообразительно. И здесь, конечно же, я вам так скажу, что май в целом у вас активный, продуктивный и мощный. Особенно, что касается середины и по конец мая, вообще отличный момент, который я бы сказала, что упускать ни в коем случае нельзя. Нужно работать, нужно внедрять, не упускать, и там, если вам хочется, вот как-то вот сказать, весна, классно, я погуляю, а потом возьму за дела. Ребят, вот эта весна не для того, чтобы, я бы так сказала, веселиться, расслабляться. Нет, конечно, выходной день расслабились, отдохнули, и все, потом начали работать, начали трудиться, для того, чтобы максимально себя внедрить, потому что, эта весна заточена для того, чтобы, реально подняться в финансах, подняться в голове, сделать те самые выводы, о которых вы бьетесь и не можете понять, почему вы не поднимаетесь, ни в реализации, ни в любовных отношениях, да, почему у вас все сложно и тяжело. Кстати, дорогие мои козероги, в любовных отношениях у вас этой весной не будет никаких переживаний и преград. Я наоборот бы так сказала, что это прекрасное время для любовных партнерских отношений, поэтому заводите романы, стройте любовь, идите в долгую, если вы решитесь обзавестись семьей. И для этого даже есть благоприятные даты, которые я видела, и это много раз Сатурн был в соединении с Венерой здесь, поэтому, конечно же, любите, встречайтесь, заводите романы. Конечно же, когда это может быть? Это март месяц. Если вы все-таки там назначаете дату свадьбы, отличное время для того, чтобы закрепить свои отношения, укрепить финансовый статус в том числе, потому что для козерогов это история того, что когда у вас есть семья и любовные отношения, да, в частности не просто любовные отношения, а семья. Семья дает вам больше статус. Вот так заложено. Это для вас сложно. Для вас это максимально сложная сфера иметь семью. И не просто там долгий, например, гражданский брак или отношения. Нет. Вот когда вы зашли в ЗАГС, расписались и сказали, теперь все серьезно. Можно как угодно к этому относиться. Но вот когда люди расписываются и ставят обязательства и говорят, я и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии, то это тот момент, который реально заставляет людей нести ответственность. А все вот эти вот гражданские браки, это вот, когда еще говорят, да это же нормально, мы 15 лет в браке, отлично, нормального ничего нет. Вы 15 лет потратили на то, что вы оба не хотите нести ответственность. Да, для вас, дорогие козероги, это история, которая очень выльется не в то, что было бы для вас хорошо. Для вас необходимо нести ответственность за своих близких. И ради того, что у вас есть близкие, вы растете и поднимаетесь. Это как раз-таки та отсылочка к апрелю, про которую я говорила. Поэтому, дорогие мои любимые козероги, я надеюсь, вы поняли вот это вот все глобальное и мощное, что я постаралась уложиться в эти 20 минут для того, чтобы не загромождать ваше время. Я надеюсь, вам было максимально понятно. Поймите, что подняться, деньги, финансы, статус – это все хорошо, но здесь главное не потерять себя, не отсечь у себя самые важные качества, за которые мы любим, нас любят, за которые мы понимаем и воспринимаем мир. Это заложено природой, с этим ничего не поделать. И я бы так сказала, идя против природы, мы идем против себя. Поэтому, дорогие, любимые козероги, будьте собой, но при этом будьте душевными.
Я желаю вам прекрасной весны. Я надеюсь, что у вас все получится соединить в себе вот эти все свои нотки и фибры, сложные моменты, которые вы боитесь себе признаться. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Но при этом, ребят, дата, время, место рождения и вопрос. Вас очень много, и без вопроса я понятия не имею, на что у вас там отвечать, потому что в основной своей массе мне сейчас пишут, и у них там просто у человека фейерверки события, он там бывает либо ничего не делает, либо боится что-то делать, не знает, с чего начать. Поэтому пишите мне ваш вопрос, который самый важный. Ну а если, конечно же, вы хотите очень быстро и индивидуально, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разбираться лично. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. В конце видео по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть и опереться. Я надеюсь, что было полезно. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.